Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Мировой пожар, гори! Господи, благослови!» Так писал классик Серебряного века, наблюдавший картину большевистского угара лично. Сейчас забылось, что в первые годы советская власть была настроена на экспансию по всему миру. И приход к власти в Российской империи был лишь первой ступенькой в долгом пути к мировому коммунизму, через глобальную войну и крушение старых порядков. Зачем это нужно было коммунистам? Официально объявлялось, что через установление мировой диктатуры пролетариата будут уничтожены тяжкие цепи простого рабочего, которыми капиталисты опутали его и паразитируют на его честном труде. А вот почему именно пожар мировой революции, силовой захват власти и постоянная экспансия? Тут большевики уже начинали приводить доводы довольно пространные. Согласно трудам Маркса и Энгельса, приход коммунизма неизбежен в той степени, в которой неизбежна мировая война, предваряющая его приход. Это аксиома. Дескать, капитал добровольно не отдаст, поэтому только войной можно отнять у него бразды правления, разумеется, в пользу коммунистов. Необходимо было обострить классовые противоречия внутри капиталистического общества, чтобы спровоцировать внутренний бунт, либо военную агрессию. Война сметет старые классы, эксплуататоры обеднеют, а эксплуатируемые повернут оружие против хозяев. Примерно так и получилось в Николаевской империи, хотя и не без перегибов на местах. России в этой концепции была уготована роль базы: большая территория, большое и малограмотное население, неисчерпаемые ресурсы. Все это отличный фундамент для броска на Запад, куда коммунисты принесут всеобщее благоденствие на революционных штыках. Все ресурсы и силы населения будут брошены на алтарь будущей победы, а дети первых коммунистов станут солдатами в грандиозной бойне за права угнетенных. Сложный вопрос, чего было больше в желании мирового господства: личных амбиций или слепой веры догматикам коммунизма, или вообще это было просто предлог для обоснования притязаний на мировую гегемонию узкого круга лидеров коммунизма. Но вероятно, что отступать от этого было нельзя, и остановка революции только на Российской империи означала бы позор. Россия – вязанка хвороста в костер мировой революции. Так сказал однажды Троцкий либо Зиновьев. Мрачная цитата утратила автора за одиозностью. Итак, захватив власть в России, в кратчайшие сроки следовало начинать подготовку к мировому конфликту, вооружая население, направляя все его ресурсы на военное обеспечение, а в странах ближайшей перспективы ведя пропагандистскую работу. Польша и Германия должны были стать следующими целями, и у немцев идеи коммунизма нашли огромный отклик. До окончательного воцарения Гитлера между ними и фашистами шла равная и яростная борьба. Фактически фашисты решили вопрос силовым путем в свою пользу. Планировалось, что идею революции подхватит рабочий класс США, Англии и Германии, и начнет вооруженное восстание, которое поддержит Красная Армия своим вторжением. Если пролетариат недостаточно информирован о своем положении, то советская Россия может начать прямое вторжение, чтобы ускорить процесс. В 19 году Ленин, отвечая на вопросы корреспондентов американских левых газет, сказал, что самый счастливый день в его жизни – это не 25 октября 1917 года, когда большевики взяли власть, а ноябрь 18-го, в тот день, когда пришло известие о начале революции в Германии. Гражданская война мыслилась как классовая борьба, где народ не играл никакой роли, а лишь шла борьба между классовыми врагами. Здесь в полной мере проявился интернационализм большевиков. Неважно, какой нации человек, если это рабочий, то он друг другому рабочему, а если капиталист, то враг. Это была лишь первая ступень к мировой революции, и опыт гражданской нужно было экспортировать далее. В 18 году большевики усиленно вели агитацию в Германии и в ее войсках, которые находились в Прибалтике. Однако успеха среди солдат не достигли, хотя и посеяли зерна сомнения. А уже в 20 году Советская Республика начала бросок на Запад, рассчитывая быстро сломить ослабленную войной Европу. Через труп Белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству на Запад, трубила красная агитмашина. Однако планы рухнули уже на Висле, где конные части красных полководцев были жестоко биты местной армией.
Позорнейший разгром показал, что Советы еще очень не готовы к мировому конфликту. Придется приготовиться еще более тщательно. В марте 19 года создается организация под названием Коминтерн, которая занималась организацией разного рода коммунистических актов, демонстраций и прямых терактов в Европе. Финансировался Коминтерн российскими большевиками, а все его съезды происходили в Москве. Несмотря на голод внутри России, интернациональные группировки щедро финансировались и взамен клялись в верности идеям Маркса и Энгельса. Помимо внешней пропаганды, красные объявили, что внутренние враги Юденич, Колчак, кулаки мнились как пешки в руках мировой буржуазии, а не самостоятельные фигуры со своими интересами. Поэтому и победа над Колчаком – удар по власти всего мирового капитала. У них почти получилось в Венгрии, когда в 19 году там после мятежа образовалась Советская Республика. Из России туда хлынул поток оружия, пропагандистов и продовольствия. Но продержался там новый режим всего лишь 3 недели. И где еще найдешь такие березы, как в моем краю? Я бы сдох как пес от ностальгии в любом кокосовом раю. Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя. Павел Коган, поэт-песенник. Красные режимы Восточной Европы стремительно буксовали. Причиной тому была и слабость Советов, и многовековая привычка местных жителей к капиталистическому укладу, труду, религиозности, свободе занятий и хорошая информированность об успехах большевиков в России. Поэтому убедить добровольно условного чешского фермера стать атеистом, сдать свое имущество в колхоз и работать в нем же как батрак было невозможно. Заставить же силы, как в Советской России, пока еще было нельзя. Белая эмиграция лишь усилила неприязнь рассказами о зверствах красных, о голоде внутри СССР, ограблении деревни до нитки, репрессиях и цензуре. Лишь в Германии, ослабленной и деморализованной после войны, еще держались широкие коммунистические ячейки, идеологически питавшиеся из СССР. 5 августа 19 года Троцкий пишет: «Путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии. Он предлагает начать подготовку военного удара на Индию на помощь индусской революции, чтобы вымыть копыта красных коней в теплых водах Индийского океана». Европа откладывалась на далекую перспективу. Этим планам не суждено было сбыться. Внутренние проблемы все более сковывали активность большевиков. А после того, как Ленин и Троцкий перестали играть ключевые роли, планы мирового господства были тихо убраны в долгий ящик. Вернуться к ним позже, когда завершится индустриализация, а затем и Вторая мировая война. Сталин, прагматик и материалист, не разделял романтических идей коллег и не планировал авантюры с мировой революцией сейчас. А Вторая мировая сама по себе ослабила старые режимы, и коммунистический блок расширился именно так, как и планировал Троцкий, до Германии включительно, с союзными Индией и Китаем. Ослабление ли России после Сталина послужило отмене планов мирового броска за власть, или сама идея перестала занимать умы коммунистов середины 20 века, мы уже не узнаем. Но сама идея выглядит пугающей и масштабной. Пишите, разделяете ли вы позицию, что нужна победа коммунизма и мировая война, или это была жуткая утопия? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.